того, насколько вы сможете сберечь свое пламя во время темных времен, зависит судьба планеты. Санат Кумара, 19 декабря 2020 года. Я есмь Санат Кумара. Сегодня, возлюбленные, мне удалось убедить кармическое правление в необходимости передачи этого послания. Наше учение будет неполным, если мы не заденем еще один его важный аспект. Прежде всего, я бы хотел, чтобы вы поняли, что все наше учение дается на чувстве глубочайшей любви к человечеству. Мы уже говорили, и я повторяю вновь. Самая важная область человеческой деятельности – духовная область. От того, насколько наведен порядок в этой области, зависит благополучие во всех других сферах жизни человечества. Поэтому сегодня мы коснемся деликатной и чрезвычайно важной темы – отделения зерен от плевел среди последователей нашего учения. Учение пришло в ваш мир через нашего посланника, благодаря чрезвычайной диспенсации, которая была дана космическим советом. В это критическое, переломное время Земля нуждалась в обновленной передаче древнего учения, для того, чтобы после наведения порядка в духовной области был наведен порядок во всех других областях человеческой деятельности. С самых первых лет передачи нашего учения мы столкнулись с тем, что 90% индивидуумов, которых мы готовили к этой миссии, и которые перед воплощением брали на себя определенные обязательства, когда подошло время выполнить взятое на себя обязательство, стали один за другим покидать нашего посланника. Вы понимаете, что наши миссии рассчитаны не на одного человека. Целый отряд хорошо обученных и подготовленных светоносцев должен был помогать нашему посланнику на определенных направлениях. И в первые же несколько лет практически все они не стали выполнять свои обязательства. По сути, было совершено чудовищное предательство. И это предательство неизгладимым бременем легло на души этих индивидуумов. Нет большей боли, чем тот момент, когда они предстанут перед кармическим правлением и узнают о своем проступке.
нам пришлось срочно, буквально на ходу, изменять план миссии. Продолжать проводить миссию, но в урезанном виде. Следующее, с чем нам пришлось столкнуться, это индивидуумы, которые выступали под знаменами нашего учения, говорили прекрасные слова и даже пытались делать наши дела. Однако это были волки в овечьих шкурах. Многие столетия эти индивидуумы разваливали наши миссии, действуя в духовных общинах, монастырях и при наших миссиях. И вот, наконец, они воплотились в это время отделения зерен от плевел. Опасность в том, что эти индивидуумы пагубным образом воздействуют на неокрепшие души и даже приводят эти души к гибели. В этот раз мы дождались открытых плодов их деятельности. По сути, при посредничестве этих индивидуумов не состоялась наша миссия в России и принесен существенный урон в других странах. Однако сейчас у великого кармического правления есть неопровержимые факты, которые позволят этим представителям противоположных нам сил предстать перед кармическим судом. Я наделяю нашего посланника властью объявить имена этих индивидуумов. Это не значит, что каждому дано такое право. Не судите и не судимы будете. Однако в данной конкретной ситуации объявление их имен необходимо, так как многие видят их деяния, и многие верят волкам в овечьих шкурах, следуют за ними и теряют свои души. Другие, видя беззаконие, творимые этими индивидуумами, недоумевают, почему они находятся в рядах последователей нашего учения. И это отталкивает многие светлые души от нашего учения. Я очень хорошо понимаю, что эти индивидуумы будут мстить нашему посланнику, используя свои испытанные приемы – ложь, клевету, дискредитацию. И поскольку наш посланник неотделим от нашего учения, то их месть поставит под удар все учение. И это будет подобно тому, как Моисей, сойдя с горы, увидел пляшущих у золотого тельца и в гневе разбил написанные Богом скрижали с законом Божиим. Видимо, не пришло еще время, чтобы наше учение приходило в ваш мир. Слишком темен и неприветлив нынешний мир для высокого учения. Мы не можем допустить, чтобы вокруг нашего учения
происходили мерзости в виде воровства, мошенничества, предательства, сплетен и прямого неуважения нашего посланника. Следует сказать о том, что большинство других наших так называемых последователей ничуть не отличаются от пляшущих перед золотым тельцом во времена Моисея. Они потребляют наше учение, читают наши послания так, как будто это очередное развлечение, и тут же устремляются на поиски за другими, утонченными духовными удовольствиями. Эти духовные потребители не заслуживают того, чтобы прикасаться к нашему учению. Пора отделить здоровых овец от паршивого стада. Нашему посланнику в самый раз воскликнуть, как Моисею: «Кто Господень? Иди ко мне». Вы помните, что случилось с теми, кто плясал перед золотым тельцом. Однако в ваше время не требуется применять меч, чтобы наказать изменников. Достаточно нам ослабить поводок кармы, и земля покроется покровом тьмы. Защитники золотого тельца создали множество утонченных видов оружия уничтожения человечества. Это оружие и уничтожит современных пляшущих у золотого тельца. Лишь горстка избранных продолжает сохранять преданность Богу, владыкам и нашему посланнику. До тех пор, пока горят светильники в чакрах наших преданных служителей, есть надежда на спасение эволюции на планете Земля. Поэтому сейчас я обращаюсь к вам, возлюбленные, птенцы моего орлиного гнезда. Именно вам предстоит сейчас грандиозное напряжение всех ваших сил и возможностей, чтобы те души вокруг вас, кто сохранили свою веру и преданность, спаслись. Без наведения порядка в духовной области невозможно привести в порядок все остальные сферы человеческой деятельности. Не могут люди неискренние, лживые, не почитающие иерархии и нашего посланника произвести необходимые изменения в духовной области. А без этих изменений невозможны божественные изменения во всем мире. Тяжелые времена наступают. Напомню вам, что эти времена обусловлены выбором наиболее сознательной передовой части человеческого сообщества. В это сложное время были посланы в воплощение лучшие. Очень жаль, что большинство из них либо совершили предательство,
либо сошли с пути, увлекшись плясками перед золотым тельцом. Зато сейчас наглядно видно, как выбор лучшей части человечества влияет на судьбу не только целых стран, но и всего мира. В заключении призываю наших верных и преданных готовиться к тяжелым временам. От того, насколько вы сможете сберечь свое пламя во время темных времен, зависит судьба планеты. Я есмь Санат Кумара. И если бы не моя величайшая любовь к человечеству, я не пришел сегодня дать это объясняющее ситуацию в мире послание. Ом.